Проживающий в Швеции боец UFC Хамзат Чимаев одержал очередную победу, победив своего противника Джеральда Мершерта за 17 секунд. Таким образом, это уже третья победа Чимаева в UFC. Среди чеченцев в Швеции он уже несколько лет известен своими связями с кадыровцами. Еще до того, как Хамзат стал повсеместно известным, общественный деятель Мансур Садулаев в одном из своих видеообращений упомянул о нем, назвав его кадыровским подхалимом. А в интервью изданию «Кавказ Реалии» он рассказал, что Чимаев странным образом часто меняет свои взгляды. То он ярый игиловец, то сторонник Кадырова. Ну а в соцсетях появились его многочисленные фотографии с кадыровцами, включая и Абузейда Висмурадова, известного среди чеченцев как маньяк-пытатель. После недавнего шокирующего инцидента с издевательствами над Салманом Типсуркаевым, известный чеченский блогер Тумсу Абдурахманов призвал спортсменов, проживающих в Европе, определиться, на чьей они стороне – на стороне чеченского народа или их угнетателей. Для этого, утверждает Абдурахманов, не нужно ругать Кадырова, а достаточно просто осудить этот отвратительный мерзкий поступок, указав, что подобное вообще недопустимо. Чимаев же, по всей видимости, не озабочен проблемой пыток и унижения людей кадыровцами, а главная его цель – это деньги и комфортная жизнь. И, видимо, он уже определился, на чьей он стороне. После победы Чимаева Рамзан Кадыров и Абузейд Висмурадов поздравили его у себя в инстаграм-аккаунтах. Тот, в свою очередь, в комментариях под этими публикациями сердечно их поблагодарил. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу уроженцев Чеченской Республики Муслима Чудалова и Мусыла Маева. Оба заявляли о пытках со стороны силовиков во время Второй российско-чеченской войны. Суд признал Россию ответственной в этих преступлениях, а также в нарушении Конвенции против пыток и отсутствии надлежащего расследования. Стандарты Европейской конвенции обязывают власти России возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование заявления о пытках, подчеркнуто в судебном решении. По решению суда Россия заплатит около 70 тысяч евро Чудалову и его матери и 50,5 тысяч Мусела Маеву. Жительница Чеченской Республики Лизана Исакова признана виновной в мошенничестве. Старопромысловский суд Грозного приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Такое же наказание понесет и ее сын Хасбулат, признанный сообщником. Пользуясь фальшивой справкой об инвалидности Лизан, семья добилась помощи в ремонте жилья и приобретении обстановки от Республиканского фонда социальной поддержки. Нужно отметить, что в прошлом году Исакова обратилась в правозащитный центр «Мемориал». Она жаловалась, что чеченские чиновники не соблюдают ее прав на льготы по инвалидности. О ее деле широкой публике стало известно летом 2019-го из сюжетов ЧГТРК Грозный, где разоблачали мнимую больную. Ни лежачая больная, ни незрячая женщина вопреки справкам не является. Доказательства добыли и записи скрытой камерой, тайком установленной в спальне Лизаны Исаковой. Кадры, на которых она самостоятельно ходит, продемонстрировало чеченское гостелевидение. Факт обращения мошенницы в мемориал использовался российскими чиновниками в Чечне для дискредитации правозащитников. В сюжете говорилось, что те якобы знали об обмене и намеренно чернили региональных госслужащих. Представители мемориала, в свою очередь, отвергают обвинения. Они резонно отмечают, что липовые справки об инвалидности выдали Исаковой чиновники местного Минздрава. Стоило бы разобраться, кто именно подтвердил Исаковой паралич и слепоту, а с ним и право на льготы, за которые вступались правозащитники. В Дагестане получила развитие история с побегом 6 заключенных из колонии номер 2 в поселке Шамхал. По данным полиции, они осуждены на сроки от 8 до 18 лет, в том числе за убийство и незаконный оборот наркотиков. Сейчас их усиленно ищет МВД, а местное управление ФСИН инициировало внутреннюю проверку инцидента. Как стало известно, 23 сентября осужденные совершили побег через тайно прорытый тоннель. Сотрудники колонии заметили его на обходе территории. Длина подкопа больше полусотни метров. Он оснащен лестницей и даже мини-вентиляцией. Глава региона Владимир Васильев назначил денежную награду в 1 миллион рублей из бюджета республики за помощь в поимке беглецов. Берлинский Верховный суд вынес решение о неправомерности проведенного обыска у одного из 5 чеченских беженцев, которые были задержаны в начале этого года. Действия полиции в отношении него признаны необоснованными. Беженец сообщил, что его адвокат будет подавать иск на возмещение физического и морального ущерба. Напомним, что 14 января на нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские рейды с задержанием 5 человек по подозрению в подготовке нападения на синагогу. Однако все задержанные были практически сразу освобождены.
Чеченской Республики очередное назначение родственника Рамзана Кадырова на руководящую должность. Его племянник, сын местного министра транспорта и экс-начальник регионального ГИБДД Идрис Черхигов стал куратором сразу двух районов – Шелковского и Гудермесского. Карьера Черхигова, как и прочих домочадцев чеченского губернатора, рано пошла в гору. Со студенческой скамьи он попал в руководство администрации главы и правительства Чечни. Затем возглавил госавтоинспекцию. Это не первое кадровое решение Кадырова, направленное на усиление властной вертикали внутри республики. Всю Чечню больше года назад чиновник поделил на секторы, каждый из которых курирует особо приближенные к нему люди. Назначение членов семей и шире клана Кадыровых на руководящую денежную работу давно привычно чеченцам. В начале сентября дочь Кадырова, 21-летняя Айшат, стала первым заместителем культуры Чеченской Республики. В июне 2018-го мэром Грозного стал еще один племянник Кадырова, 28-летний Ибрагим Закриев. Впоследствии он принял руководство администрации главы и правительства Чеченской Республики, а ныне является уже заместителем управляющего делами главы и правительства.